Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Приближается время укладки плитки. Но полы у меня не подготовлены. Я придерживаюсь того, что плитку нужно укладывать под гребенку. Никаких слоев. И что у меня в данной ситуации получилось и почему я хочу выровнять. У меня здесь залита черновая стяжка. И маяки стояли вот в таком направлении. Вот продольно один маяк, тут второй, вот третий. Из-за того, что был слой толстой черновой стяжки, между маяками стяжка при высыхании чуть-чуть просела, буквально 1-2 мм. Но у меня будет вот такого формата плитка, 50 на 10, по-моему, она. И еще плюс ко всему, она будет укладываться елочкой, вот так. У меня нет никакого желания ложить плитку эту на слоя и выравнивать. Да и вообще, в принципе, я стараюсь никогда на слоя не укладывать. Для многих мастеров это вечная проблема с заказчиком. Потому что у них всегда возникает такой вопрос, на первый взгляд, очень неудобный. Якобы, что ты за плиточник, что ты не можешь плитку укладывать на слоя. Так вот, на такой вопрос у меня с годами выработался один очень правильный ответ. Я хороший плиточник, я могу укладывать плитку на слоя, но я просто буду делать эту работу раз в 5 дольше, чем просто я буду укладывать под гребенку. Так вот, вместо одного рабочего дня я затрачу 5 рабочих дней. Соответственно, если у нас укладка плитки, я буду условные цифры называть, так что особо не обращайте внимания. У нас укладка квадрата плитки, если стоит 1000 рублей, соответственно, вы готовы мне заплатить 5000 рублей за квадрат, и я буду укладывать на слоя? Естественно, нет. Ну так зачем тогда дурить голову и себе, и мне? Мне это не нужно. Я не хочу вместо одного дня потратить 5 дней и заработать энную сумму денег. Поэтому проще заплатить 200-300 рублей за подготовку, за то, что я протяну все это правилом, подровняю какие-то маленькие погрешности, неровности и спокойно, ровненько и качественно причем буду делать укладку плитки под гребенку. Стараюсь не делать слоеный пирог из разных материалов. Вот, допустим, если у меня стяжка, она меня устраивает. То есть она, в принципе, в уровне и в плоскости. Но есть вот такие моменты, про которые я вам рассказал. Какие-то провалы. Кстати, были бугры именно на маяках. Но в другом видео, я сейчас постараюсь ссылочку оставить вверху экрана, в котором я показывал, как именно чистить какие бугры. Потому что яму мы легко заполним там раствором, клеем, мы ее вытянем правилом. А уже бугры как бы мы никак не обойдем, поэтому их проще местами, где они есть, их быстренько сошлифовать и плоскость уже протянуть тонким слоем под правило. Такой вариант выравнивания не всегда подходит, не для всех полов. Бывает, если у вас там сантиметр-два и больше провалы ямы, то, конечно, в таком случае уже лучше еще раз поставить маяки и заново сделать стяжку. Вы здесь не виноваты. Также и объясняйте заказчику, вашему клиенту. Вы здесь при чем? Все претензии к тем людям, которые делали эту стяжку. Вы не должны за это отвечать. Вы пришли делать свою работу конкретно, вам нужно положить плитку. Поэтому перед укладкой никогда не пренебрегайте тем, что нужно взять и проверить все полы, продефектовать их и показать на конкретные косяки, указать это все вашему заказчику. Потом вы начнете давать заднюю, естественно, никакому человеку, никакому заказчику это не понравится. Поэтому перед тем, как называть цифру, обязательно проверьте все поверхности. Слоеный пирог из разных материалов я делать не буду. Вот у меня здесь цементная стяжка черновая. И выравнивать я ее буду тем же клеем, на который я и буду укладывать в дальнейшем плитку. Ну, у меня это целлюлит СМ-14. Помещение у меня уже подготовлено под чистовую отделку, все загрунтовано, поэтому пылить уже здесь нельзя. Воспользуюсь старым лайфхаком, я думаю, о котором многие из вас знают. Это просто пылесос. Эту черновую стяжку я, соответственно, пропылесосил и загрунтовал. Но имейте в виду, что сильные грунтовки здесь использовать нельзя. У нас основание цементное и клей плиточный тоже на цементной основе. Как многие знают, что у материалов на цементном основании адгезия осуществляется химическим путем. То есть цемент при помощи воды проникает в основание и происходит, простыми словами, склеивание. Если поверхность эту всю пройти хорошим мощным грунтом, он, естественно, запечатает все поры, не даст воде и цементу проникнуть в основание. Поэтому я использовал грунт от Knauf, Tiefengrunt, но я его разводил пополам, чтобы сделать его не таким мощным, концентрированным, скажем так.
Перед тем, как начну, есть пару моментов, пару нюансов, которые я хочу еще с вами обсудить. У меня в данном случае понятно, где у меня провалы, они идут четко по маякам. Поэтому мне особых трудов не составит протянуть по старым маякам. Ну, они здесь выдраны уже, конечно, но у меня протяжка будет в одном направлении. Все, и я уже все свои ямки и бугорки уберу. Но если у вас все эти ямы разбросаны по всему полу в хаотическом порядке, то есть смысл делать перекрестную протяжку. То есть одним днем вы протянули, допустим, в этом направлении, на следующий день, когда уже просохло, вот так в продольном. То есть слоя нанесли перпендикулярно друг другу. И еще, допустим, вот в скованных условиях, как у меня, конечно, желательно было бы мне сделать вот так. Я вот сейчас бы протянул бы вот в этом направлении, где-нибудь примерно вот здесь остановился, чтобы можно было выйти отсюда. И на следующий день, когда это уже все подсохло, я бы просто эти отрезки дотянул. Ну, как всегда, времени нет, поэтому придется немножко повыеживаться и все это сделать за один раз. Итак, клей у меня жидкий. Вот такой, я думаю, видели, как я миксером замешивал. Но у меня здесь слоя небольшие, 2-3 мм, может где-то местами там и 4 есть. Ну а дальше все просто. Я думаю, что здесь всем понятно, как это все делается. Я очень ленивый парнишка, поэтому раком ползать как бы особо нет желания. Вот таким шпателем на палке предварительно все растяну сейчас. Самое главное не испортить стены, которые уже сделаны. Ну, допустим, здесь у меня будет плинтус половой, если даже где-то высокий, причем. Если где-то на стенку попадет, тоже ничего особо страшного в этом нет. На самом деле я пошутил, я не ленивый. Просто колени болят, поэтому не хочу особо долго на картонах лазить. Ну, еще, конечно, спросите, а почему я до чистовой отделки не сделал эту процедуру? Да потому что я такой же, как и все. Ай, потом, а вот уже время пришло, и вот тебе и потом. А теперь по чистым стенам все это надо делать. Короче, шпаклюем. Шпаклюем полы. Убирайте вот так вот всегда немножко наискосок, чтобы много клея не собиралось возле стены. Тот клей, что на стену попал, ничего страшного. Я его почищу завтра и в принципе там плинтус потом все это перекроет. Все, лишачок этот убираем. Ну вот, основное сняли, и сейчас уже финишно все протяну. Так, ну вот эту лишку просто убрать нужно аккуратно. Можно ее, в принципе, протянуть вот так по плоскости. Да, и кстати, бывает такое, когда вы правило переставляете, ну, остается вот такой вот полоска такая от нашего правила. Ее не старайтесь убрать, ее будет проще всего на следующий день, пока она еще не сильно высохла, аккуратненько счистить просто с шпателем по сухому. Дальше я буду делать то же самое, процесс один и тот же, поэтому я думаю, не очень интересно вам будет это все смотреть. Самое главное, что принцип и смысл я вам передал. Как всегда, ставим за видео палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.